Неплохой получился сериал «Воспоминания нашей поездки». Вся дорога от Белоруссии до Еревана была интересной, со множеством положительных эмоций. По пути у нас был и мороз, и снежная дорога, и потом весенняя, а потом снова снежная. И, конечно, очень красивые виды на всем нашем пути. У нас остались очень приятные воспоминания о прогулках по городу Ереван, наших экскурсиях. Теперь наша отметка здесь есть, да? Да, 2 башни целых. Ну а еда в Армении – это вообще отдельная тема, которую можно обсуждать долго, а точнее пробовать ее на вкус и восхищаться. Это какой-то местный напиток. В этой серии мы все-таки найдем настоящий древний город, в буквальном смысле этого слова, о котором упомянули в прошлой серии, но так и не показали. Как хотели починить свою машину. Что я хочу сказать про армянский ремонт? Ну и почему остановились не в Ереване? Чтобы немножко сэкономить. Короче говоря, подытожим нашу поездку в Армению. Как мы замучены, но довольные. Ну и вспомним, как нам хотели ее испортить в самом конце. Но не просто порой бывает что-то здесь распознать, потому что все, ну, или не все, большинство, наверное, обозначений, названий идет на армянском языке, поэтому учить английский или немецкий в этой стране, наверное, не совсем будет, ну, что ли, эффективно. Вот. Хотя в самом Ереване очень много вывесок, ну, и информации дублируется на английском языке. Вот. Ну, кстати, одна из причин, почему мы тоже остановились здесь, в Раздане, чтобы немножко сэкономить средств в нашей поездке, вот мы остановились здесь, в этом городочке. Сделал интернет-магазин и нет продаж. Пропал сайт с первой страницы выдачи Яндекс или Google. Как сэкономить на своем бизнесе без потери качества? Мы создаем и продвигаем ваши сайты белыми методами. Контакты в описании. Это город Обоян, да? Да. Вот мы... Обоян. Ну, правильно, Обоян, да. Вот. И тут решили тут прогуляться немножко. Это между Разданом и Ереваном. Вот. И Ближе к Еревану. тут аллея такая. Тут снег сегодня ночью выпал. И вот эта вот аллея, она идет прямо оттуда. И видно, что там лавочки. Летом, наверное, здесь вообще шикарно. Как мне кажется. Ну Вот. да, тенек будет от деревьев. Да, и кажется, что в этом городе уже у людей в домах нет отопления. Ну, то есть оно не предусмотрено, это отопление. А нас пугали, знаете чем? Что в Ереване нет отопления. О, это кто сказал? Кто пугал? О, если в Раздане, могу путать название, если в Раздане сегодня было -6, там снега навалило, здесь тоже снег навалил, то сейчас тут солнышко и кажется, что тут, наверное, уже плюсовая температура. И нам сказали, что здесь в домах уже нет отопления. Ну, в общем, тут, наверное, зимой весело живется. Да, и обувь нужна здесь такая, что снег выпадает. Сейчас мы идем. Вот примерно так вот. Тут то холодно, то мокро, то жижа. Да, такая елка. У нас и отопления нет. И обратили внимание вот на такую штуку. Получается, что здесь есть Wi-Fi. Ну да, Судя можно по всему, сесть да? Ну, на вот лавочку. сейчас попробуем проверить, так ли это на самом деле. Хотя мы не нуждались в интернете в нашей поездке, он у нас был.
но все же мы решили попробовать. Представляю, как это выглядело со стороны. Стоят два чудака посреди тротуара и пытаются поймать интернет. Что-то мы не нашли его. Что-то либо мы недопонимаем, либо сейчас попробуем где-то уточнить. Девушка молодая идет. Сейчас попробуем у нее спросить. Девушка, скажите, а вот здесь написано, что свободная зона Wi-Fi. Это как подключаться к ней? Не подскажете? Вот на этих табличках вот оно. Должен быть открытый Wi-Fi. Ну, что-то мы не нашли. Там все в замочках везде. Не в курсе, да? Ладно. Спасибо. Ну, вот как-то так. Мало кто знает. Не пользуется, видать, не популярно. Да. Хотя вроде бы молодежь. Ну, сейчас посмотрим. Ну, в общем, подошли мы еще к одному прохожему, к местному жителю. В общем, он любезно посмотрел и сказал, не понимает, в чем дело. И, кстати, заметили, они говорят, что это не пользуется, да, им здесь местным. Ну, Да, наверное, у вообще них не тут. пользуется. Да, у них тут, наверное, свой есть, поэтому им не нужно. Вот. Поэтому, Так что он, может, и не работает, значит. Никто не пользуется. да, поэтому, ну вот как-то так, туристу будет это, ну, для наглядности, что ли, так. Стоимость топлива здесь, конечно, значительно дороже, чем даже в Беларуси. Но мы решили сначала заправить на сумму, которая есть наличкой, а если пройдет, то потом и с карточки до полного. Все, чек нужен? Проходит. Два работника парня очень были любезны к нам, но немного знали наш язык, а то сложно разобраться с местным. Один даже вышел сам, заправил нам до полного бака. Вот такая вот заправка у нас. Ну вот тут ребята оказались добрые и заправили прям с горочкой. Сейчас идем оплачивать. Вот. Ну и на самом деле здесь вот мы сейчас рассчитались белорусской картой. На самом деле никаких проблем. Вот у нас добрый товарищ. Ну, в общем, немножечко мы позавтракали и начинаем спускаться вниз. Оказались мы, в общем, выше вот этого монумента Каскад. А с другой стороны открывается, видать, панорамный вид. Как-то мы так спускаемся и попали в какой-то, видать, ну, наверное, не самый бедный район, назовем это так. Тут дома такие, ну и вообще кажется, что это место вверху. Ну и вот за нами видно, что такие вот интересные дома, архитектура. Вот. Поэтому в очередной раз как-то ловим себе на мысли, как в Армении сочетается разность условий жизни. Как люди по-разному здесь живут. Вот. В буквальном смысле, наверное, сверху донизу, да? Спускаться не нравится.
Ехали мы долго и с комфортом, и машина успешно справлялась со всеми неровностями дорог, по которым мы ехали. Уже готовясь к обратной дороге, нам нужен был автосервис. Ну, потому что не везде ей было легко. И удивляет доброта, с которой мы столкнулись в Роздані. Да-да, именно удивляет. Добрые люди здесь проживают, подскажут, помогут. Один даже мужчина предложил позвонить сейчас сразу, договориться с тем, чтобы нашу машину осмотрели и сделали ремонт. Вот мы пока воздержались от этой помощи. И кажется, зря. Ну, мы рассчитывали, что попутно делая дела в Ереване, там больше мастерских, и попутно там проведем диагностику. К тому же не хотелось обременять людей, которые предлагали свою помощь в Роздані. И только один автосервис согласился нам помочь. Вывод один. Когда едете в Армению на своем авто, здесь лучше не ломаться. Дороги здесь, в общем-то, не самого лучшего качества, я имею в виду покрытие, вот, особенно в маленьких городках. Да, и вот у нас сейчас возникла проблема, что-то гремит в ходовой части. Я подозреваю, это стойка стабилизатора, но хотелось бы убедиться, потому что нам еще в обратную дорогу ехать. Вот. Ну и получается, что мы проехали 8 сервисов. На первый взгляд они свободные, но они отказываются ремонтировать. Не знаю, какой отзыв оставить об армянском автосервисе в целом, но 8 автосервисов мы проехали, у него стоит пустая яма, он сидит, пьет кофе, и он говорит: не могу, занят, там и все прочее. То ли это связано с языком, то ли это связано, может быть, с какими-то нотками национализма. Ну, я не знаю, с чем это связано, но факт налицо. Отремонтировать, даже просто посмотреть не получилось. Только 9-й по счету согласился, и то без начальника. Он сказал: давай ждем начальника. Позвали переводчика. Вот. И с переводчиком выяснили, что мне нужно, что нам надо не ремонт, а просто посмотреть, в чем проблема. Потом ждали начальника, потом приехал начальник, и, в общем, они все кучкой собрались. Все это продолжалось минут 30. В итоге я уже хотел уезжать, и он сказал: ладно, давай заезжай. В общем, вот так вот. Какую оценку поставить автосервису, я не знаю. Если кто знает, в чем может быть причина, то напишите в комментариях. Нам будет приятно. Ну и тем, кто смотрит, может быть, в следующий раз в поездку, когда будут планировать на машине, тоже будем знать. Может быть, какой-то подход нужен особый. Вот за этим вот всем современным архитектурным дизайном скрывается настоящая Армения, а точнее ее история. Вот как раз мы сейчас посетим это место, оно как раз вот за этими зданиями, и посмотрим настоящую историю Армении. Итак, это настоящий Ереван, который почти потеряли. Это район Конды. Как нам пояснили, в переводе с армянского означает «крутой холм». В
В крутизне его подъема мы уже убедились. Кто-то называет его трущобы, мы же предпочитаем старый город. Тут каждый решит сам. Мы нашли его, чтобы просто прогуляться по этому району, в котором прячется несколько веков истории армянской столицы. Этот район можно назвать малоизвестной достопримечательностью Еревана. Почему? Потому что сюда мало кто приходит из туристов. Все из-за того, что этот район скрыт за современными постройками, хотя и находится в самом центре Еревана. Считается, что возраст Еревана более 2800 лет, и начался этот город с крепости Эребуни. Свое начало эта крепость берет с 782 года. По сути, это была цитадель на холме, от которой и начал разрастаться город. Эребуни – одна из самых древних крепостей мира, руины которых находятся на холме Аринберт в Ереване. Сейчас Эребуни – это не просто крепость, это отражение величества государства Урарту. Почему, спросите вы? Потому что он был основан царем Урарту Аргишти I. Это было историческое отступление, без которого нам не обойтись. Ереван. Тут есть несколько зданий 19 века в центре, и вроде бы остальная архитектура советская. За это спасибо надо сказать архитектору Таманяну. Именно этот человек сделал из типичного для начала 20 века ближневосточного поселения с пыльными улицами и глинобитными домами неповторимый по стилю современный достаточно мегаполис. Но для этого пришлось весь старый Ереван сравнять с землей. Но почти весь. Удивительно, но тот же Таманян приложил усилия для того, чтобы сохранить один из старинных кварталов, тогда еще Эревани. Мусульмане, кстати, называли его Тапабаши, а армяне Конд. Сохранился он в качестве образца старой архитектуры и существует по сей день, как мы видим, где мы и гуляем. Именно он отвечает в Ереване за старый город, хотя и выглядит не очень презентабельно для туристов. Прогуливаясь здесь, мы не ощущали себя туристами, поскольку тут идет обычная жизнь, люди заняты своими обычными делами. Это, конечно, удивительно, но незнакомые нам прохожие люди проявляли к нам интерес. Все мою красоту воспринимают за свою. Начинают с ней говорить по-армянски. А она вообще Лихтенштейн полный. По-армянски. Здравствуйте. От неожиданности. Вот такой вот. Да. С непривычки не просто гулять по ним, в первую очередь из-за того, что ты постоянно поднимаешься, а во вторую мы еще были одеты в теплую одежду. Все, что мы видим вокруг, мысленно нам напоминает какую-нибудь бразильскую фавелу или мексиканский небогатый райончик небезопасный, но это Ереван, и тут вполне безопасно. Здесь, в этом районе, проживают добрые люди, как нам показалось. Например, детвора занята своими текущими делами. Там еще улица какая-то. Каждая улица, каждый переулок – это кусочек богатой истории Армении и города Ереван. Слушай, вот это настоящая история. И возникает два вопроса. Как здесь работают почтальоны и как отсюда выбраться? Туда или туда? Где спуск? Я надеюсь, что моей памяти хватит во всех этих закоулках. Пойдем туда. Куда мы идем? Вниз пойдем? Вниз пойдем? Вот туда. Там есть. Вот там. Вопрос, там тупик или нет? Как не заблудиться здесь? Но, во-первых, квартал небольшой, как мы выяснили, и куда бы мы ни пошли, скорее всего, выйдем отсюда. Во-вторых, всегда можно спросить дорогу у местных жителей. Вот, например, как мы сделали это, когда проходили в поисках выхода через очередной дворик. День добрый. Скажите, пожалуйста, а там мы выйдем туда, нет? Везде выйдем. Туда, в город, на площадь, да. Да?
И второй вопрос. А сколько лет этой части города? Это самый старый город. Это... Не, ну я читал, что он самый. Ну, в общем, ой-ой-ой, да? Старый город. Вот так, некоторые вот так регионы начинались. Наверное, Ною надо спросить. У Ноя? Да. Хорошо. Ладненько, все. Все. До свидания. В Беларуси приехал. В Беларуси город Брест. Да-да-да. Были там, да? Как видно, очень доброжелательные жители, и даже с армянским юмором. Так мы получили порцию ободрения от них в том, что мы тут, в общем, не заблудимся, даже если очень захотим. А чтобы выйти, надо просто идти вниз. Наверное, вот сюда. Да, нам только осталось понять и выбрать направление спуска. Здравствуйте. Это мы туда выйдем, да? Куда? В город? Прямо идите. Все, спасибо. Так мы продолжили свою прогулку по этому городу в направлении, как нам сказали, только вниз. Ширина, конечно, улиц очень впечатляет. Порой проходы такие, что пройдет, кажется, что один человек. А тут еще и личные автомобили стоят. Кстати, и детки, которые нам встречались здесь, были очень милыми и всегда здоровались с нами. Барбзис. Вот это вот особенное чувство, когда ты гуляешь по таким местам, не покидало нас всю экскурсию. Кстати, с удивлением узнали, что сюда водят платные экскурсии, но мы-то здесь были за 0 рублей. Слушай, ощущение вообще как будто, как это назвать, сюрреализм какой-то, машина времени. Как-то мы попали сюда. Ну, в общем, опять тут теперь развилка. Есть дорога туда и есть туда. Ты думаешь, сюда пойти? Вот там вот люди живут. Представь. На частной территории туда. Да. Ну, в общем, вот как-то мы тут двигаемся. Вроде бы вниз, да? Еще на машинах ездят. Ничего себе. О, магазин. Тут есть магазин, кофе, смотри, тут что продают. Кофе, фрукты, гранаты высок. Кофе. Чего себе? Не будем спрашивать? Это правда, как этот дядечка сказал, надо у Ноя спросить, сколько тут лет этому всему. Сколько лет этим камням и этим строениям. Здравствуйте. Тяжело вам приходится, наверное, да? Скажите, а вот из этого воды можно пить, нет, источник? Да? Да, конечно, питьевая вода. Ага. Это тут умер кто-то. Вот молодой человек был, он умер. Ну, памятник поставили. Это памятник. Ага. Да, да. 53 года тут жил. Интересно, а сколько лет вот вообще этой части города? Ну, много. Много? Нам один там мужчина сказал, это нужно у Ноя спросить. Сколько лет этой части города, да? Да, интересный городок. Ну, холм. Это холм. Мы живем на холме. Вот это холм. Холм это холм. Спасибо вам. Вы только идете или... Не, мы уже спускаемся. Не, мы думали, что заблудились, и это... Нам сказали, куда-нибудь идите и Да, выйдите. да, все равно вниз спускаетесь. Да? Или поднимаетесь, или спускаетесь. Отлично, хорошо. Да, счастливо Всё. вам. Спасибо. До свидания. И у нас есть хорошая новость. Мы нашли выход. Да, вон он, Дошли. вон там. Вот. Наконец-то мы увидели что-то настоящее, историческое. Да? Угу. Вот. А шатное, некоторые думают.
Вот, ашатное. Ну, в смысле, не ашатное, а временами отное. Так что, ну, вот такая вот она Армения. Настоящая, без прикола. Опа-на! Ну вот, подошла к концу наша поездка в Армению, город Ереван. Еще мы побывали проездом в городе Раздан и Абовян. Делить мы не будем, конечно, их. Постарались собрать такую общую картину представления вообще и чем характеризуется жизнь в Армении. Одним словом, нам понравилось, да? У меня моя красота приболела, поэтому она сегодня в роли оператора. Да. Ну и, конечно же, что хочется здесь отметить в Армении, что бросилось в глаза. Нам показалось, что здесь преобладает два запаха. Либо это курево, либо это кофе. Все. Если ты идешь и пахнет кофе, значит не пахнет куревом. Если кофе не пахнет, значит по-любому будет пахнуть куревом. Армяне, как нам показалось, очень много курят. Причем не электронных сигарет, а еще вот этих классических старых бумажных. Ну и, конечно же, еда. Побывать в Армении, в столице Армении, Ереване, и не попробовать еды, но было бы, наверное, обидно даже. Поэтому еда здесь тоже нам очень понравилась. Ну и, конечно же, очень понравилось, или даже, это неправильно, наверное, сказать, не понравилось, а впечатлила, наша самостоятельная экскурсия в старый город. Он действительно старый. Я не знаю, мы еще не видели таких старых городов, как этот. И ощущение было, правда, какого-то совершенно невероятного чувства, когда ты попал в какое-то другое измерение. Это правда. Это, наверное, самое яркое впечатление от поездки. Ну и хочется отметить, что люди здесь, конечно, добрые, своя валюта. Опять же, эту поездку мы не планировали, и она возникла спонтанно, в согласии с названием нашего канала «Проездом о том о сём». Нам предложили сюда прокатиться, и мы согласились. Поэтому очень приятные ощущения, приятные воспоминания от прогулок по городу. Понятное дело, что в этот раз мы были без самокатов. Можно было бы снять, конечно, еще что-то больше, но вот так вот у нас получилось. Поэтому всем хорошего дня, если вы смотрите это видео днем, вечера, если вы смотрите вечером, или утра, если вы смотрите это видео утром. Это был канал «Проездом о том о сём». Меня зовут Михаил, а оператор сегодня Лариса. Всем пока. Дилижан прямо. Дорога назад была тоже весьма интересной. Но прежде всего с точки зрения пейзажа за окном. Ведь сюда мы заезжали уже по темноте. Здесь мы увидели легендарное озеро Сиван и остановились здесь, несмотря на сильный холод и ветер. По теплу здесь будет, конечно, вообще шикарно. Сделали несколько фото и поехали дальше. По пути хотели посчитать количество тоннелей на нашем пути, но сбились со счета. Кажется, их было около 10. Поняли для себя один недостаток таких поездок днем по такой местности. Без остановок не обойтись. Такие виды не оставляют равнодушными и, конечно же, как всегда, фото на память. Кстати, больше фото из наших поездок в наших социальных сетях. Милости просим. Подписывайтесь. Проезжая по извилистым дорогам Армении и Грузии в лучах закатного солнца, ощущаешь себя настоящим путешественником, окруженным величественными горами и зелеными долинами. Каждый новый поворот, поселок или город на пути пробуждал в нас чувство удивления и восхищения перед красотой этих удивительных стран. И, конечно же, желание повторить этот маршрут.
Даже те неприятные моменты, которые обычно случаются в дороге, например, у нас был прокол колеса ночью в самой высокой точке перевала, и там было весьма морозно. Или, например, вот это. Да, даже аварии не отменили этого желания. Но, к слову сказать, на пешеходном переходе в городе у нас в ночью без тормозов в буквальном смысле влетел очень пьяный молодой джигит. Причем тормозов не было настолько, что еле-еле выйдя из своей машины, он начал лезть в драку. Но наши друзья, проживающие в этом городе, помогли решить эту ситуацию достаточно корректным способом. Не, ну вот он. Вот здесь вот он, получается, догнал нас. Где-то вот снег посыпался. И все. И вот туда вот. И если бы не фаркоп, было бы, конечно, гораздо хуже. На утро, сделав в шиномонтаже проколотое колесо, мы хотели вернуть запаску на место. Но ее место было покалечено. По совету парня, который починил нам колесо, мы решили чинить машину прямо по пути, чтобы вытащить крюк фаркопа. Для этого мы использовали дерево и трос. И вот наши архивные кадры начального ремонта. О, кстати, да, колесо поднялось. О, подожди, оно болтается. Ну-ка сейчас. Ой, ой. Лед был так посвежен. Нет, это в городе Миш притормозил этот, ну, лежачий полицейский, или как его, вот этот. И не успели даже его объехать, откуда-то несся. Машина неслась. Ну, пьяненькие или какие-то, не знаю. Молодые были там, ехали. Что, села? Спасибо тебе большое за совет. Хорошей дороги вам. Спасибо. А на камеру скажи. Половину ремонта уже сделали. Ну и все, запаска на своем месте. Теперь нам осталось уложить вещи в багажник, так как после ночного ДТП там случился небольшой беспорядок. Я уж переживала, думаю, когда стукнули, думаю, все разбилось, сумки надавали. Думаю, сейчас привезем всем кашу. Под мамины ноги, по-моему. Ну что, тогда укладывай, я это Чуть игру, когда меняли колесо, Паше, вот который учился, вот этот круг дали игру, подарили. И мы пока там доставали вещи, он как покатился, я думаю, ну все, потеряем, бедный Паша останется без игры. Ну это, Дима поймал его. Паша, это... Кто учился там, да. Спасибо огромное друзьям нашим, которые не оставили нас один на один с проблемой вдали от дома. Спасибо парню из шиномонтажа за отдельный совет и помощь. И вот, когда мы добрались до нашего пункта назначения, наши условные емкости положительных эмоций были уже наполнены. Нас переполняла благодарность нашим детям, которые вытащили нас в это путешествие, нашим друзьям и нашему Творцу Вселенной за каждый момент, проведенный вместе в этом незабываемом путешествии. Ну и в самом конце немного цифр.
Все затраты на дорогу у нас получились около $100 на человека. Всего нас было 6 человек. Здесь и топливо, и 3 страховки, и платные дороги, и экологичный сбор в Армении. С собой мы брали в поездку 25 тысяч российских рублей, и на эту неделю нам вполне хватило. Но за жилье мы не платили.